22 мая у нас за окном, и в это время я уже планировал давно быть дома. Погоду передают ветреную. 35-45 километров в среднем — это много. Такой ветер высасывает силы, можно получить обморожение. Пришли не самые лучшие новости по рации. Говорят, что Нимс сдался, отказывается идти на лодце, потому что перила засыпаны. 50 дней ждать. Неужели мы не заслужили? «22 мая у нас за окном, и в это время я уже планировал давно быть дома, но погода так распорядилась, что сейчас мы все еще в базовом лагере и все еще ждем погодного окна. Предварительно прикинули планы, можно 25-го выходить с базы с расчетом на Summit Day 29 или же 30. Будем смотреть. Сейчас же 22-го очень много людей, около 300 человек, находится между 3-м и 4-м лагерем. Некоторые команды ночуют уже вторую ночь в 4-м лагере. Я на секундочку напомню, что эта высота 7900. И ночевать на такой высоте, приятного мало. Кроме того, что кислород расходуется, так и силы тают. В общем, к этим, кто ночует в 4-м лагере, сегодня еще поднимается человек 300 в сумме. И большинство из них, наверное, или все, или не все, процентов 90 выходят сегодня ночью на штурм Эвереста. Погоду передают ветреную. 35-45 километров в среднем — это много. Такой ветер высасывает силы. Можно получить обморожение. И при таком ветре я бы, конечно, старался не ходить. Но что делать, если ты уже в 4-м лагере? Плюс 300 человек на горе. Тоже очень много. В общем, день будет интересный. Будем смотреть. Надеюсь, обойдется без эксцессов. Хотя в это не сильно верю. А мы пока ждем. 27-го передают сильные снегопады. Надеюсь, они будут не такими сильными, как передают. И не выпадет больше метра снега. Потому что тогда будет, конечно, проблемно. И очень рискованно. В общем, ждем. Надеемся на погодное окно. Ждать уже устали, но что делать? Все, на связи. 25 мая, час 50 утра. Собираемся в столовой и будем выходить на ледопад Кумбу во 2-й лагерь, потом 2 ночи во 2-м, потом в 3-й, 4-й, с планом, чтобы 29-го был саммит. Догнали впереди идущую группу. Вот даже небольшая пробочка. Это, наверное, все, кто вышел сегодня. Что там, Виталик? Лестница прыгает? Далеко не уедет. Вышли на верхний Кумбу, тут появилась трещина огромная. В принципе, в этом году мы ее уже проходили 2 раза. Но что я хочу показать? Зацените масштаб Нубце. Просто невероятно. Ну что, переход в первый лагерь занял чуть меньше 5 часов.
с этой стороны камера. Никита решил нам догнать команду Нимса и навалить ему мармулей. Как минимум сейчас Севершан пойдет. Юрчик догонит ему, помните, как в школе Нессель выдаст. Ой. Задувает немного. Немного. Ну пока еще немного. Второй лагерь встречает нас немножко ветрено. Мы это сделали. Да, переход занял чуть меньше 9 часов. Второй лагерь нас встречает ветром. И чай. Таким померным ветром и чаем. Юрка, ты когда костюм успел одеть? Дава на него надеть. Он в нем пришел. Давай одел Да, на него. меня встречал с костюмом еще в начале лагеря. Круто. Второй лагерь не только встретил, но и продолжал заметать нас все больше с каждым днем. «26 мая, мы во втором лагере на 6480. Сегодня у нас дневка. Целый день дует ветер, вот немножко подутих. Целый день шел снег. У меня сегодня день рождения. Себе пожелаю счастья, добра и здоровья. А лучшим подарком будет, если все участники поднимутся на вершину. Happy birthday to you. Спасибо. Приятно. 6400 день рождения. Это самый высотный день рождения. Ну что, да. Так высоко меня ты до еще этого был на не этом. встречал. Когда мы ходили гору вокруг Кайласа, был на перевале Дромла. Там было 5800, теперь 6400. Доброе утро, друзья. 27 мая сегодня. Спалось отлично, к слову. Прям очень хорошо выспался. Чувствуется, что восстановился. И сегодня мы по плану должны выходить вверх, в третий лагерь. До 5 утра ветра не было, но сейчас был снег. А сейчас давайте посмотрим, что на улице происходит. А на улице вот что. Белым-бело и метет. Метет, конечно, жестко. Скорее всего, в такую погоду мы никуда не пойдем и будем ждать завтрашнего дня. Сидели, совещались с Нимсом, с Мингмой. У них есть интернет от Тураи, который сносно работает, но, говорит, батарея разряжается. А здесь во втором лагере только от солнечных батарей можно зарядить. А погода, сами видите, какая. В общем, с батареей проблемы. В общем, долго думали. 28-го вечером еще показывают 40 километров в час. 40 километров ветер. 29-го уже погода хорошая для окна, для саммита, но тем не менее нам же нужно подойти в 4-й лагерь 28-го, плюс 28-го еще снег тоже идет, а 29-го уже нету. Поэтому было принято решение перенести выход на 30-е, ну как выход, саммит дэй на 30-е число, чтобы, ну так будет правильно, так будет комфортнее. Хотя тот же Нимсон, у него 3 клиента идут на 2 вершины, и они хотели сходить
29 на одну, 30 на вторую, чтобы 31 быть внизу. Но погода вносит коррективы, поэтому еще один день проведем здесь на 6500 во втором лагере. 28 мая. Сегодня такой тоже смешанный день у нас получается. Утро было безветренное, но снежное. А потом, как повалил ветер, ну, в общем, дует прям очень сильно. Выйти на улицу представляется возможность, но приятного в этом мало. Утром еще приходили такие немножко тревожные вести. Во-первых, 31 мая, напомню, что сегодня 28, а 31 Айс-доктор хотят разобрать весь Кхумбу, но это нас на самом деле не так сильно волнует. В крайнем случае мы полетим на вертолете, но я думаю, что мы спустимся по Кхумбу и все будет нормально. Ходили, общались с Нимсом, договорились о такой схеме, что мы выделяем 4 шерпа с нашей команды, потом сходили к Арнольду, 4 шерпа с команды Арнольда Костера, и Нимс первый со своей командой выходит и с помощью наших еще 8 дополнительных шерпов будут раскапывать веревки и прокладывать путь, а мы уже пойдем за ними. Так что, надеюсь, ветер прекратится, завтра будет хорошая погода, и мы все-таки сможем выдвинуться вперед и вверх. Иногда мне кажется, что от этого непрекращающегося ветра и шума начинаешь понемножку сходить с ума. Тяжко, хочется, чтобы уже хотя бы минутка тишины наступила, чтобы можно было нормально выйти на улицу. Чтобы завтра была хорошая погода, и мы пошли таки наверх. Сходили уже на эту гору. Блин, ну ждать. 50 дней ждать. Неужели мы не заслужили? Хочется, чтобы побыстрее сходили, уже спустились и вниз домой. — 29 мая, и давайте посмотрим, что нас ждет сегодня. Наши шерпа уже расчистили палаточку, чтобы мы смогли выйти. И сегодня погодка, в принципе, очень хорошая. Ясно, безветренно. И снег перестал идти где-то в 4 часа утра, по-моему. Некоторые палаточки позаносило даже больше, чем наши. А шерпы одеваются и начинают уже спускаться вниз с индийской группы. Мы же пока не теряем надежду. Идем опять к Нимсу, будем общаться с ним и совместно что-то планировать. Так, команда индусов в составе 29 человек спускается вниз. Для них экспедиция уже закончена. Целая шеренга, тут без конца. И с этой стороны тоже не кончается. Лучше вы, пацаны, вверх шли. 29 человек участников и около 50 шерпа. Обсуждаем, что есть несколько опасных участков. Внизу перед самой стеной входа, перед ледяным взлетом, очень много снега. Может быть опасно. Дальше, выше, до 3-го лагеря нормально. Потом при траверсе. Сначала после 3-го тропа идет вверх прямо, потом налево на траверс. И за желтым поясом, или 11 Rocks, как они называют, тоже очень лавинно опасно. И, собственно, примерно там должен стоять 4-й лагерь Ходза. Поэтому сейчас я вообще сомневаюсь, есть ли смысл его ставить или очень большие риски. Пока общаемся, думаем, дискутируем. Так, сегодня наверх выдвигается Дава Шерпа
Давай. Давай, Шерпа с Юрой, потому что у них план зайти на 2 вершины. Собственно, выбора нет. 31-го должен быть Эверест, то 1-го Алходза, 2-го спуститься вниз. Нимс уже выдвинулся своей командой, и сейчас будут выдвигаться наши. А мы ждем завтра, и завтра утром тоже будем догонять ребят. Так она нас припорошит сейчас. Парашит. Может дойти, ну, Юра, ты еще не передумал? Лавинной пыли почувствовать. Смотри, солнце закрывает. Теперь всем можно рассказывать, что на нас сошло лавина. По крайней мере, припорошило. Ого-го! О! А! Так, Шерпа, который выдвигается с Юрой на 2 вершины. По-любому. До встречи в 4-м лагере с вершины. Да. Ты там, блядь, быстро сходил, Мы сфотографировался. будем тебе заведовать, ты уже спустишься как бы с вершинкой, а мы... Давай, все. Не делай пиццу мягко, Юр. Кто-то помнит. Юрка, давай, осторожно. Юра, брат, Давай, Юрка, помнишь, береги тебя себя. внизу ждут? Дай. Сегодня у нас Юрка стартанул к 3-му лагерю, потому что он идет на 2 вершины. В планах 31-го Эвереста, 1-го Алходза. А мы наслаждаемся прекрасной погодой во 2-м лагере. И сейчас будем идти ужинать. Честно, аж не верится, что вот может быть так тихо, хорошо, тепло на солнышке. И настолько неприятно, жутко, ветрено, снежно, как вчера. Такие вот перепады. Вот, кстати, если присмотреться, вот где-то вот здесь видна группа Нимса. У него тоже многие идут на 2 вершины, поэтому они тоже выходят сегодня. 11:30 ночи, сейчас не то, что припорошила лавина, а так нормальная ударная волна прошла. У нас полная палатка была снега, уже все вытрусил. Вот ребята шерпы все повскакивали. Конечно, впечатления такие себе. Но ничего страшного, все хорошо. Будем спать дальше. Сегодня ведь задача выспаться. Доброе утро, друзья. Сегодня 30 мая. Мы наконец выдвигаемся в 3-й лагерь. Погодка пока шепчет, что не может не радовать. Вчерашняя ночная лавина кажется каким-то сном, если бы не несколько доказательств того, что она была. Сейчас вам покажу. Ну, во-первых, небольшая дырочка в тенте нашей палатки, но это так, мелочи. Смотрим дальше соседние. Вот палатку подзасыпала. И так основательно. Одну поломала и порвала, а вторую просто смяла. Смотрите как. Итак, похоже, что лавина сошла где-то вот тут, оторвались карнизы на склонах Нупца. Огромная, просто невероятная, я себе не представляю. Вчера нас одна припорошила. Но она вот прошла все эти разломы, и стеночка есть перед лагерем, и расстояние весьма большое. Но видите, тут лагерь почти уничтожен. И вот палатки участников Нимса. Одна какая-то чудом стоит, а следующая просто смело. Я бы сказал, что хорошо, что они вчера вышли. Вот что с палатками. Вот еще на подходах к нашему лагерю тоже палаткам хорошо досталось. В нашем тенте маленькая дырочка, а тут просто в клочья. Шерпы груженные выходят вперед, чтобы уже установить палатки, пока мы придем. Ну, таков план. Шерпы и Паша, давай, до встречи. Наконец-то, спустя 5 дней ожидания, выдвинулись в сторону вершины. Сегодня в планах 3-й лагерь на высоте 7100-7200 примерно. Солнышко светит, идти жарковато, идем почти раздетые в одной термухе.
Группа пошла вперед, я остался немножко сзади. Такое настроение пойти замыкающим и послушать музычку. Бывают в горах такие моменты, что даже если меня спросить, зачем я сюда лезу, зачем делаю следующий шаг, когда можно сидеть дома, зеленая травичка, вкусная еда, друзья рядом, и я не найду ответа в такой момент. Просто идешь и все, никаких ответов. Зацените, кстати, как в этом году завесили Лхотза красиво, склоны Лхотза и Эвереста. 2 подъемные веревки можно обгонять, если есть силы. И параллельно идут 2 спусковые веревки. Тоже можно параллельно спускаться, а не ждать в очереди. Молодцы. В прошлый раз, конечно, когда была 1 подъемная и 1 спусковая, а кое-где вообще 1 веревка, было намного тяжелее бороться с очередями. Сейчас же такой проблемы вообще нет. Вот останавливаюсь, когда нужно отдохнуть. Всегда стараюсь смотреть вверх. А сейчас что-то пристегивается. Слышу свист, поднимаю голову. Камень такой. Ну нормальный, как кружка. Летит прямо в меня, в мою сторону. Ну хорошо, он был 1,20 м. Я сделал шаг в сторону, и он пролетел себя вниз. И тоже внизу никого не задел. Ну, конечно, стрёмно. Пришли в 3-й лагерь, тут разложили, загораем. Около 5 часов. Переход занял. Получаем рак кожи. Да, сгораем. В буквальном смысле слова. На солнце, конечно, было очень тяжело. Вот ниже облака уже натянуло. Раньше его не было. И солнце просто тебя топит и забирает все силы. — 7100, пришли в лагерь. Пока готовится еда. Нормальная. Да, подкрепимся сухофруктами. Что тут манго, О, манго бананы. хорошо. Ладно. Ладно, тогда вопросов нет, если манго. 3-й лагерь, высота 7100, это последняя возможность выспаться перед штурмом. Поэтому сегодня спим уже с кислородом. Я без. Сейчас Аппарат. оденешь. А опять с кислородом еще. Ставим на единичку, этого достаточно. Что, ты закрасовался? Теперь одевай. Не-не-не. Я без. Ну что, вышли с 3-го лагеря. Кислород поставили на единичку.
погодка пока радует. Переживаю, как там за Юру. Он должен был уже быть на вершине, пока связаться не удалось по рации. Но, наверное, у них там немножко дует и рация выключена. Ну что, друзья, пришли новости. Юрко поднялся на Эверест в 8:14 утра. Сейчас 10:30. Они уже на спуске. Не сильно далеко от 4-го лагеря. Очень рад. Сегодня Юра спускается в 4-й, там отдыхает. И в эту же ночь выдвигается на штурм Лодзы вместе с нами. Круто, очень рад. Говорят, в 8 утра сильно ветрено было на вершине. Юрко подуставший, ну, это и понятно. Сейчас на максимальном кислороде спускается в 4-й лагерь. Так, друзья, мы в 4-м лагере на высоте 7700. Переход занял 5,5 часов. Палаточка вот стоит, ребята залезли, шерпы делают еще одну. И просто посмотрите, как тут красиво. Невероятно, одно из красивейших мест, одно из красивейших долин. Чтобы сделать площадку под палатку в 4-м лагере Лходзы, надо порядком потрудиться. Снег слежавшийся. И надо больше метра снимать, чтобы выровнять. Пришли не самые лучшие новости. По рации говорят, что Нимс сдался и отказывается идти на лодце, потому что перила засыпаны. Ну, по крайней мере, это не от него личная инфа, а от ихнего китченбоя. Но это, конечно, немножко тревожит нас. Потому что нас-то тоже не так много, и мы рассчитывали на его помощь в том числе. Будем смотреть. Смотрите, какая красота, ночевка на 7700. Оп, долина видна до 2-го лагеря. Очень красиво. Ну что, Юрка пришел, поделился эмоциями. Записал целый видос, как он это рассказывал. Радостно. Мы же ложимся отдыхать. Несколько часов на сон осталось. Рассказывал, какая Лходза тяжелая со стороны гора, а учитывая, что еще и снега там до хера, и тропить надо. Ну, в общем, завтра будем работать. Вот и она, решающая ночь с 31 мая на 1 июня. Мы выходим около 12 ночи. К этому моменту ребята уже 4 часа как идут в сторону вершины Эвереста. Так, вначале шли очень бодро. За 2 часа набрали 300 метров. А сейчас тут немножко застряли. Шерпы впереди раскапывают веревку. Она сантиметров на 30-50 зарыта в снег. И это, конечно, занимает какое-то время. Ну что, часа полтора ждали на высоте 8030 метров шерпов. Один из них прогулялся к кулуару в поисках веревок, но что-то так веревок и не нашел. Теперь вот сидим, и спускаться неохота, но и вверх идти тоже пока нету вариантов.
В общем, расстроены. Ну, иногда приходится. В это время ребята на Эвересте продолжают свое восхождение. Погода ветреная, но какой же прекрасный рассвет. Все 6 участников кулуара стояли на вершине мира, на вершине мечте, к которой они так долго шли. Четвертый лагерь Эвереста. Из-за сильнейших ветров множество палаток здесь порвало просто в клочья. Шерпа собирают палатки, спускают наши вещи, палатки, пустые баллоны, которые забрасывали. Рюкзаки у них выглядят, конечно, просто неподъемными. Мощные ребята. Хорошо отработали. Я доволен. Пропили отлично, но, блин, к сожалению, не в этот раз. Ну что, мы уже пакуем 4-й лагерь. Собираются палатки. Смотрите, какая красота вокруг. Но несмотря на все мои, не знаю, буддийские какие-то или спокойные отношения ко всему этому, есть вершина, нету вершины, главное, что все целы, здоровы, все равно внутри немножко остается чувство неудовлетворения. Особенно обидно вот паковать вещи, так нету настроя собираться, уходить вниз. Столько работы проделано, 50 дней ожидания, жуткая непогода, лавина, все дела. Выждали окно, не были в хорошей кондиции, быстро шли, но, к сожалению, не всегда все получается как хочется. Будем спускаться. Ну что, друзья, вот и закончилась экспедиция кулуара на Эверест Илходзе весной 2021 года. Экспедиция длинная, затянувшаяся, с очень непростой и непредсказуемой погодой. Но тем не менее, 1 июня все 6 участников стояли на Эвересте, в вершине мира. И это очень-очень радостно. К сожалению, на Илходзе подняться нам не удалось, но знаете, что я вам скажу? Лучше 100 раз развернуться на пути к вершине, чем один раз с нее не спуститься. Поэтому будет еще Илходзе, надеюсь, будет уже в 2022 году. А 2 июня все наши участники спустились в базовый лагерь, живые и здоровые. И я хочу вам сказать, ребята, спасибо за совместно проведенное время. Я очень горд и мне очень радостно, что вам удалось осуществить свою мечту. Если на Эверест, то с кулуаром. До встречи! Это вы
вершина мира. И ожидать легких путей не приходится никогда никому. Мы сегодня уходили с южного седла. У нас получилось. Это было неимоверно. Встал на самый край вершины и поднял высоко руки и сказал: да, я это смог сделать. Это было самое незабываемое.